Для любителей особых удовольствий есть электрический стул. Вернее, стул-массажер, пардон, стул-массажер. Вот вы знали, например, что в Албании есть своя Венеция? А я машину запарковал здесь, смотрите. Интересный такой мой пикап. Вот этот бункер находится прямо рядом с границей с Македонией. То есть это величайший бункер. С мамулей скупились. Собственно говоря, да, вот Албания. Так, ну посмотрим, что здесь есть у нас в наличии. Друзья, всем привет из города Поградец, Албания. Чем интересен этот город? Он интересен тем, что находится на границе между Албанией и Северной Македонией. И сегодня я хотел бы вам показать этот город, так сказать, во всей его интересности, во всей его красе. Это будет, я думаю, очень интересно, потому что город горный, здесь есть озеро, и вообще здесь просто обалденно. Так что поехали. Как и практически любой албанский курорт, в нем имеются вот такие вот зоны, то есть набережная, да? Соответственно, здесь у нас, видимо, мороженое продается, а там какой-то типа ресторанчик. Вот. И вдалеке виднеются горы, которые относятся уже к Македонии, и непосредственно граница проходит где-то там. Собственно говоря, с этой стороны у нас имеются тоже горы и тоже ресторанчики. Ну и большое количество отелей непосредственно в городе Поградец и рядом с ним. Смотрите, какой красивый албанский флаг развивается на фоне этой вот колонны. Кстати, здесь можно покататься на вот этих вот машинках. Смотрите, это вот сделано в особом албанском стиле, да? И вообще весьма такие интересные они. Вот вход в типичный ресторан на море в Албании. Да не только в Албании, наверное, в целом в Европе и на Балканах. Очень красиво, вид на город классный. Итак, мы в албанском ресторане, и расплачиваться можно, естественно, албанскими леками и либо евро. Леки, это вот, собственно, выглядит примерно так. Это вот 10 лек, это что-то вроде 10 центов, да? Допустим, 100 лек, это как $1, скажем так, примерно. Ну, а бумажки непосредственно леков выглядят вот так вот. То есть, это, например, 1000 лек. Вот, это где-то примерно $10. Вот, собственно говоря. И принимаются разные валюты, скажем так. Так что да, вот так вот интересно в Албании. И карточки тоже принимаются, но карточки принимаются далеко не везде, поэтому часто приходится расплачиваться вот так вот, либо мелочью, либо наличкой, леками зачастую. Ну, как-то так. Типичные албанские порции американо. Интересные животные на волнах плавают, смотрите. Как их колбасит тут просто нереально. И я считаю, очень здорово на самом деле, что в одной стране уместилось 2 моря и еще 2 довольно больших озера на Балканах, считайте. То есть Албания упакована просто всякими интересными ништяками в плане природных ресурсов. Такой вот вид непосредственно из самого ресторана. Набережная, кстати говоря, весьма и весьма симпатичная, я хочу сказать. То есть видно, что не так давно ее починили. Ну, из того, что я могу видеть. Она, конечно, не такая красивая, как в городе Влёра, скажем, или в Дурусе нынче вот переделали. Но все равно красивая такая, приятная набережная. Мусора не вижу особенно. То есть мусор — это большая проблема в Албании. Здесь, к счастью, нет такой проблемы. Ну или, по крайней мере, я это все не вижу невооруженным взглядом. Так что все хорошо. Друзья, а вот это вот непосредственно флаг Албании. Как вы видите, такой красный с орлом. Потому что это страна орлов, поэтому и флаг соответствующий. Вот. И вообще здесь очень даже приятно и хорошо. И несмотря на то, что сентябрь, и по идее должна быть уже не такая прям приятная погода, сейчас вполне неплохо, я могу сказать. Тепло, можно в майке гулять. Это ж класс. Обычно в сезон здесь продают всякий фастфуд, я так понимаю. Но сейчас только вот одна будка работает, продают жареную кукурузу, чувак. И рядом, смотрите, какая лавочка классная есть, с лебедями. Очень прикольно. Ну и трамплин, на котором никто не прыгает. Это, я так понимаю, лодки, на которых катаются рыбаки. Но рыбаки куда-то отошли, хотя нет, вот они сидят. Что-то они как-то без лодок, просто ходят, гуляют и ничего не ловят, я так понял. Как-то сегодня не очень их везет. Кстати говоря, вода вполне чистая, друзья, вполне себе чистая. Можно даже плавать. Можно даже плавать, и я советую поплавать. Типичные албанские подворотни, скажем, такие вот улочки милые, которые вроде чуть вдали от туристической зоны,
в то же время обладают каким-то своим шармом. А это вот албанская собака. Какой-то старый Фиат запаркован здесь. Любопытно. Совсем старинный. Друзья, на площади с таким вот интересным социалистическим видом у нас одновременно уживаются две партии. Одна из них демократическая партия города Поградец, а вторая социалистическая. То есть как это вместе уживается, я не представляю. Но это Албания, здесь поэтому все вместе уживается. Как-то так. А вот смотрите, библиотека тоже весьма социалистического вида, скажем так, в этом же здании. Очень красиво. А даже здесь есть туристическая информация, что интересно, написано офис информационный, туристический. Вот такая вот улица на фоне гор. Мне кажется, весьма симпатично. Хотя видал я и покрасивее улочки, но тем не менее, приятная такая. А смотрите, вот зонтик в виде Евросоюза. Так как мы находимся в городе Поградец, вот символ города. Башкия, Поградец. Ну, Башкия это по-албански типа вроде муниципалитет. А вот как смотрится все. Кстати говоря, на разных языках написано вот «добро пожаловать». И «добродошлица» — это непосредственно по-македонски «добро пожаловать». Да не только по-македонски, также и по-сербски. Вот там по-сербски, по-моему, просто «добродошли». Что-то вроде того. Типичная центральная европейская улица. А здесь у нас город Поградец. И тут примерно все точно так же, в европейском стиле. Только лавочки, наверное, все-таки в советском стиле, я бы сказал. А все остальное, не знаю, в европейском. Ну, может быть, дома еще подрихтовать бы немножко, но что-то вроде того. Весьма симпатично. Бар, который называется «Президент». Но не особо он респектабельный какой-то. А вот барбершоп, кстати говоря. Тоже такой не особенно барбер и не особенно шоп. Но подстричься можно. Подстричься можно. Вот какой-то здесь дом еще. Не знаю, видимо, ресторан тоже какой-то. Такой вот патриотичный сувенирный магазин. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Я думаю, то же самое, что и в других магазинах сувенирных в Албании. В принципе, все стандартно. Как и везде. Так, что у нас? Аптека и продают ковры. Ну, а почему нет? Все можно купить на улице. Так, а это автобус. Откуда он приехал? Может быть, с Македонии, может быть, с Албании. Я не знаю. Непонятно. Может, вообще с Италии. Какой-то еще один сувенирный магазин. Куча магнитиков албанских. И с городом Поградец. Албания и прочее, 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 прочее. А вот странные игрушки, да? Медведь что-то с собой совершил, я так понимаю. На штыре висит. Ну ладно. Как-то так. Кому нужна свежая рыба, вот она имеется. Прям пожарят при вас. Один из лучших флагов Албании, что я видел, собственно говоря. Очень симпатично. Прям пестрит красным цветом. Местная церковь, друзья. Магазин с мобильной связью в городе Поградец, Албания. Какой-то местный Пушкин. Хотя нет. Просто какой-то известный чувак. Албанский герой написано. Так, даже есть британский отель. Любопытно. Интересная бетономешалка, я хочу сказать. Любопытная. Волны разбушевались около ресторана, да и вообще. Типичные албанские лежанки. Кстати, когда не сезон, то ничего не берут, деньги никакие, но, в общем-то, никто и не купается. Так что имейте в виду. Если хочется то ли экстрима, то ли попробовать что-то интересное, конечно, можно прийти вне сезона. Почему бы и нет. Цветы интересные. Такие вот разноцветные. Вернее, желтые. Но все равно красивые. Имеется также фонтан с питьевой водой, как я понял. Также имеется красивая арка. Я так понимаю, что здесь народ обычно собирается и, не знаю, тусуется. Что могу сказать? Вот, симпатичная арка. Но сейчас тут немножко немноголюдно. С мамулей скупились. Собственно говоря, да, вот Албания. Вот. Здесь у нас что? Ресторанчик совсем на морях. А здесь какая-то что-то вроде пристань, я бы сказал. Можно пройтись вот сюда вот.
Вот, примерно так это выглядит. Прогуляться один кайф, в общем. Скоро стемнеет, все зажжется, будет красиво. Как по мне, так прекрасно, вообще класс. Здесь всякие разные замочки, любовные. Я так понимаю, по традиции, собственно говоря, некоторые уже немножко ржавые. Некоторые вот прям с такими солидными замками. Вот, интересно, скажем так. Надо посмотреть, что за чувак такой. Не знаю, какой-то герой албанский, судя по всему. А вот звук с мечети происходит сейчас в городе Поградец. А вот еще интересный район. Чуть-чуть за городом Поградец, уже ближе к границе с Македонией, да? Какая-то типа Венеция, что ли, такая, вот знаете ли. И вот переходы в дома вот такие вот красивые. Тут еще какой-то парк известный есть. Тут нужно посмотреть. А так, смотрите, как смотрится, да? И это все Албания. Какой-то местный ресторанчик. И обратите внимание, здесь водоросли такие. Но они совершенно не воняют, а вполне адекватно даже выглядят. Зеленые такие. Очень интересное место, я скажу так. Любопытное. Цены, в общем-то, адекватные. Примерно за 10-15 долларов можно очень даже неплохо одному поесть. Вот кошак бежит. Так что да, можно и разведать это место, посмотреть, как оно и что. А этот ресторан называется Штепия Эвьетер. Значит, старая вода, судя по всему. Ну да, старенькая. Да что ж такое бегает тут вокруг? Кстати говоря, это место напоминает Венецию. И что интересно, здесь водятся лебеди. Можно посмотреть вот здесь. И горы. Смотрите, как красиво, как здорово. В Албании и у нас. Кстати говоря, надписи есть и на македонском в том числе сразу написано уже. И вот карта местности. Интересная. Ну, парк не такой большой на самом деле. Кажется. Может быть, не здесь, может быть, дальше нужно еще идти. Вот мы в ресторане с мамой кушаем. Я попиваю вино красное. И что интересно, хлеб очень свежий и горячий. В отличие от того, что мы раньше здесь ели, то есть хлеб был, ну, не такой свежий, что ли. Вот, а это прям приготовили специально. То есть видно, что она приготовлена. Такая интересная конструкция. Так что, мам, хорошо, да? Отлично. Ну вот. Такой вот ресторан в городе Поградец. Сейчас мне еще рыбу принесут. Самое время попробовать вот эту рыбку. А еще в городе Поградец мне очень нравятся светильники. Ну и зацените отель. Вот так вот прям на бережку. А такой вот примерно вид, если мы заходим в номер, открываем дверь и смотрим на озеро. То есть я считаю, что это шикарный вид, вот честно. И значит можно спать с открытой дверью и внимать звуки озера. Вот. Итак, 7 часов вечера. Кстати говоря, это практически граница между Македонией и Албанией. И снова вид на озеро Охрид. А я машину запарковал здесь, смотрите. Интересный такой мой пикап. Такой простенький, в общем-то. С откидным, не без откидного верха. Зато с ковшом. Загребать может что угодно. А эти глиняные горные породы весьма интересные. А там непосредственно граница, которая находится уже в Македонии. Ну, вернее, это переходный пункт между Албанией и Македонией. Вот этот бункер находится прямо рядом с границей с Македонией. То есть это величайший бункер, еще каких-то там годов 70-х, 80-х. То есть это очень старый, а может быть даже раньше. То есть это времени Энвера Хаджи, албанского диктатора. То есть здесь очень круто. Вот с этой стороны уже непосредственно начинается Македония и пропускной пункт. Поэтому прям величайшее место. О-о-о, круто. Вот так вот круто. Друзья, спасибо за просмотр. Приезжайте в Албанию, приезжайте в город Поградец, а также, я думаю, в Македонию, в которой я еще пока не был, но обязательно побываю, потому что очень интересно. Вот. Здесь, в общем-то, в Поградеце или в Поградце, в общем-то, неплохо. Все имеется и все весьма хорошо. То есть посетить явно стоит это место. Не только главные туристические центры, типа Влёры, Дуреса или Тираны. То есть тут тоже хорошо, имеет смысл. Но ехать примерно 3 часа от Тираны, так что имейте это в виду.